Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хочется поговорить с вами о постановке правой руки. Какие, возможно, мы встречаем ошибки в этой постановке и как же избежать их. Что же делать? Как взять смычок в руку? Мы берем нашу руку, свободные пальчики, и в эти свободные пальчики мы вставляем смычок. Мизинец мы ставим рядышком с винтом. Эти все пальчики опускаем, а большой палец мы делаем кругленьким и вставляем вот в эту дырочку. Вот что у нас получается. Для начала вы можете делать это на карандаше или на ручке, на то, чем будет вам удобнее владеть. Потому что смычок все-таки имеет немаленький вес. Следующее упражнение. Это упражнение я называю шлагбаум, для того, чтобы наш мизинец смог у колодки помогать нам, а не мешать. Ставим ручку нашу. Советую это тоже делать вначале на карандаше или на ручке. Расставляем все пальчики кругленькие, как вы видите. Начинаем выпрямлять только мизинец. Вы видите? Смычок поднимается. Мизинец согнулся, смычок опускается. Вот такое вот движение я назвала его шлагбаум. Таким образом мы качаем бицепсы, трицепсы нашего мизинца. Следующее упражнение для того, чтобы наши пальчики ощущали смычок каждой клеточкой. Мы берем наш смычок и начинаем кругленькими пальчиками передвигаться. Это упражнение для детей и для начинающих я назвала паучок. Задание здесь очень простое. Очень легко на этом упражнении добраться до конца смычка, но очень сложно добраться снова и вернуться в колодку. Немного времени займет это каждый день, но принесет очень большую пользу. Следующее упражнение мы назвали с мальчиками отжимания. Круглые, прямые пальчики. И это делают все пальчики. Можете сделать посложнее, так как смычок у нас много весит. Вы можете усложнить задачу и сделать то же самое. Прямые пальцы. Прошу обратить ваше внимание, что некоторые педагоги ставят пальчики вот так вот. Очень-очень мелко. Пальцы не могут ощутить полностью смычок. Им тяжело управлять смычком. Вот это вот естественное положение всех пальчиков. И мы вспомним вот эту картинку. Учили нас именно так. А теперь перейдем к упражнениям на скрипке. Первое упражнение. Мы ставим нашу красивую ручку. Кисть немножко приподнята. И мы также начинаем делать небольшой шлагбаум. Наш смычок двигается по струнам. Прошу обратить ваше внимание, если вы будете играть вот таким низко опущенным локтем, вам тяжело будет выйти из этого положения. Вам удобно будет играть у колодки, но что же делать с серединой и с концом смычка? Это неправильное положение. Также очень тяжело будет играть тем, у кого высоко поднят локоть. Легко сыграть у конца и в середине смычка. Но что же делать у колодки? Наш смычок будет постоянно цеплять лишнюю струну. Я рекомендую на запястье нарисовать часики. Для того, чтобы, когда мы подводим смычок к колодке, малыш, скажи, который час. И он смотрит на свое запястье. Для того, чтобы все хорошо получилось, ему нужно его приподнять чуть-чуть. И это будет очень хорошо. Продолжаем упражнение на скрипке. Следующее упражнение предлагаю делать вам с остановкой в середине смычка. Для чего? Для того, чтобы вы поняли. У колодки играет плечо, а в середине у конца смычка играет предплечье. Сначала идет плечо, потом идет предплечье. То же самое мы делаем назад. С остановкой в середине смычка. Сгибается предплечье, а потом подходит и плечо наше. Играть мы должны в середине между подставкой и грифом. Для малышей я говорю так: ставим пальчик около подставки и сюда смычок. Вот в этом месте вы должны играть смычком по одной дорожке, не сменяя траекторию, не варить кашу. Иначе, если вы будете вести смычок вот так,
звук вы слышите какой? Неестественный. И вы будете чесать себе ухо. Либо наоборот, ваш смычок может идти за плечо ваше, и тогда звук тоже будет некачественным. Поэтому мы следим за тем, чтобы наш смычок двигался параллельно подставочке. И слушаем звук. Избегаем скрипов. И избегаем вот такой. Когда смычок сползает в одну сторону или в эту сторону, тоже этого следует избегать. Также я предлагаю еще упражнение деташе у колодочки в середине смычка и у конца смычка. Для того, чтобы вы прочувствовали, какая часть руки работает в данный момент. У колодки у нас работает плечо. В середине у нас работает предплечье. То же самое происходит и в конце смычка. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями.